Друзья, всем привет! Вы на канале Ох и Петли. Вот такой классный и простой узор. Он еще и двухсторонний. Идеально смотрится и с лицевой, и с изнаночной стороны. Для летних маечек, топов уже можно подбирать летний узор, так как зимние праздники закончились, и можно использовать в весенних и летних изделиях. Узор очень простой. Он идет на основе платочной вязки. Здесь получается у нас 4 ряда платочной вязки, а далее в шахматном порядке идут вытянутые петли. Рассмотрим, как вязать этот узор поворотными рядами, и также посмотрим, как вязать по кругу. Смотрите, это уже я из других ниток пробовала, это хлопковые ниточки. Здесь узор не так сильно видно, но для таких вот топов летних или маек тоже очень классно будет. Такие вытянутые эти петельки. Ну что, начнем. Набираем петли кратное раппорту узора. 10 петель у нас узор, плюс 6 петель для симметрии и плюс 2 петли кромочные. Я наберу 18 петель. Набираю самым обычным способом. Вы набираете таким, каким вам удобно. Для образца наберу 18 петель. Первую кромочную я снимаю и далее провязываю все петли лицевыми вот так до конца ряда. Кромочная петля, изнаночная. Второй ряд изнаночный, кромочную снимаю и провязываю снова все петли лицевые до конца ряда. Так мы вяжем платочную вязку. Кромочная, изнаночная. Третий лицевой ряд. Также провязываем все петли лицевые. Кромочную снимаю и до конца ряда все петли лицевые. Также четвертый ряд провязываем платочной вязкой до конца все петли лицевыми. 4 ряда платочной вязки. И кромочная, изнаночная. Смотрите, если у вас в начале вот здесь вот резиночка, вы провязываете резиночку сначала. Затем уже будете начинать вязать узор. Если у вас это изделие джемпер или маечка идет, или, ну, я считаю, что даже без резинки будет классно. Просто начинать уже сразу вязать без резинки снизу. То изделие не будет заворачиваться. Эта платочная вязка, она не подкручивается в одну сторону. Провязали мы 4 ряда платочной вязки и вяжем 5-й ряд. Первую петлю кромочную снимаем. Далее провязываем 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем накид. 1 лицевая. Далее делаем 2 накида. 1, 2, 1 лицевая. Снова 2 накида. 1 лицевая. И снова 2 накида. 1 лицевая. 3 двойных накида у нас идут в серединке. Вот 3 двойных накида. И в конце 1 накид. И таким образом мы провязали раппорт узора из 10 петель. Далее вяжем все петли лицевые. 3, 4, 5 и 6. Изнаночная, кромочная. Следующий ряд 6. Первую кромочную сняли. Далее провязываем все петли лицевыми. Доходим до наших накидов. И вот этот накид первый сняли. Просто сняли и провязали петлю 1 лицевую. Далее 2 накида сняли со спицы.
и провязали 1 лицевую. Так мы делаем со всеми накидами. Снимаем и провязываем 1 лицевую. 1 лицевая и далее до конца ряда все петли лицевые. И кромочная петля изнаночная. И вот наши волнообразные петли. Посмотрите. Далее следующий 7, 8, 9 и 10 ряд мы вяжем вверх платочной вязкой. То есть вверх 4 ряда, как в начале мы провязали 4 ряда, так вверх мы вяжем 4 ряда платочной вязки. Кромочную снимаем и до конца все петли лицевыми. Это будет 7, 8, 9 и 10 ряд. Провязали 7, 8, 9 и 10 ряд платочной вязки. Далее будем вязать те же накиды, но уже в шахматном порядке. Здесь у нас были эти петли в середине изделия. Далее мы формируем по краям. То есть если у вас больше, конечно, петель, то вы формируете просто в шахматном порядке. Провязываем таким образом. Первую кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 1 лицевую, делаем накид, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая и 1 накид. Далее провязываем 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. Это мы провязали для симметрии. Теперь вяжем узор. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 1 накид. В конце 1 лицевая и кромочная изнаночная. Это мы провязали 11 ряд. В 12 ряду эти накиды будем спускать. Кромочную снимаем. Первая петля идет лицевая. Далее вот этот накид спускаем. 1 лицевая, 2 накида спускаем, 1 лицевая, снова 2 накида, 1 лицевая. И все остальные петли провязываем лицевыми до следующих наших накидов. Вот снова накид, спускаем его, лицевая, спускаем, я нитку не затягиваю, вяжу свободной вязкой, и кромочная, и изнаночная. И вот что мы имеем. Видите, в шахматном порядке у нас образуется вот такой волнообразный узор. И далее мы вяжем вверх 4 ряда платочной вязки. Все петли лицевые, 4 ряда. И снова повторяем узор. Уже он будет посередине. По бокам мы уже сделали, следующее будет посередине. И так чередуем в шахматном порядке. Вот я вам показываю на разных нитках, чтобы вы видели, как он смотрится в разном цвете и на разной толщине. И вот еще на хлопковых ниточках. И сейчас я вам покажу, как этот узор вяжется при круговом вязании. Для кругового вязания набираем количество петель кратное раппорту узора. Это будет кратно 10 плюс 1 петля для замыкания изделия в круг. Набрали петли, соединили в круг. Напоминаю, кратно 10 плюс 1 петля для того, чтобы вы сомкнули в круг. И смотрите, для начала нам необходимо провязать 4 ряда платочной вязки. Но в круговом вязании
мы вяжем платочную вязку так. Первый ряд провязываем лицевой, второй ряд изнаночный, третий лицевой и четвертый ряд изнаночный. Так мы вяжем по кругу. Вот, смотрите, первый ряд я провязала по кругу все петли лицевые, следующий второй ряд провязываю все петли изнаночные. Следующий третий ряд провязываю все петли лицевыми. И вот, смотрите, провязала я 4 ряда кругового вязания. Далее идет 5-й ряд, в котором мы будем формировать эти вытянутые петли. Провязываем 6 лицевых петель. Далее делаем накид. 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Все, раппорт из 10 петель провязан. И далее повторяем этот раппорт по кругу необходимое количество раз. В 7-м ряду вы провязываете все петли изнаночными и вот эти накиды сбрасываете. И далее провязываете снова 4 ряда, чередуя лицевой и изнаночный ряд, и снова будете повторять узор из 10 петель. И таким образом у вас по кругу будет получаться такой же узор. В общем, узор классный, забирайте себе в копилочку и обязательно попробуйте связать в своих изделиях. Если вам понравилось видео, ставьте обязательно пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Я буду очень рада вас всех видеть в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться.